Приветствую вас, друзья! Меня зовут Петр. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать пильный диск, на что стоит обратить внимание при его покупке и правила использования. Также я вам расскажу о нашей новинке пильный диск Katop Profi Plus. Твердосплавные диски пришли на смену цельнометаллическим. Они обладают большим рабочим ресурсом и возможностью использования для резки самых плотных и твердых материалов. Но чтобы работа с таким режущим инструментом была максимально качественной, необходимо учесть множество вопросов, связанных с выбором и правильной эксплуатацией оборудования. Некоторые пытаются всячески сэкономить на расходных материалах и выискивают универсальные пильные диски, но таковых на самом деле нету. Невозможно подобрать пильный диск, который бы одинаково качественно выполнял распил твердой мягкой древесины, металла или различных композитов. Диск выбирается под решение конкретной задачи. На что стоит обратить внимание при покупке? На скорость вращения шпинделя вашей пилы, диаметр посадочного штифта, внешний диаметр пильного диска, мощность двигателя и допустимые нагрузки. Маркировка диска отображает толщину полотна, внешний посадочный диаметр диска, количество зубьев, количество оборотов диска, конфигурацию зубьев, серию диска. Как заставить диск прослужить дольше? Во-первых, старайтесь уберечь его от интенсивных боковых нагрузок. При раскрое материала не допускайте большого выхода зубцов над заготовкой. Это снижает нагрев и уменьшает нагрузку на двигатель пилы. Рекомендуемый выступ пилы над материалом 10-20 мм. В заготовках не должно быть гвоздей, наледи, засохшей грязи или бетона, иначе они попадут на линию реза. Когда в доске есть трещины или сучки, то при приближении к ним замедляйте ход. Диски Katop Profi Plus имеют симметричную профильную накатку для увеличения жесткости диска и компенсации деформации при нагреве. Также пильные диски выполнены из высококачественной стали с тефлоновым покрытием корпуса. Благодаря такому покрытию предотвращается налипание грязи и смолы на пилу, снижается трение, ввиду чего уменьшается нагрев пилы при работе с ней. Тефлоновое покрытие имеет высокую химическую и биологическую стойкость, широкий диапазон устойчивости к температурам. Тефлон также безвреден для организма. На качественных пильных дисках все надписи и метки выполнены при помощи лазера, а не краски. Преимуществом лазерной гравировки надписей является быстрота и аккуратность. Лазерный луч высокой энергии воздействует на поверхность металла, образуя четкую контрастную надпись, которая очень стойкая к внешнему воздействию. Надпись не должна стереться после длительного пользования пильным диском, так как содержащая информация может понадобиться не только при покупке, но и в обслуживании. Диск с большей толщиной дает более широкий разрез, при этом он более устойчив к колебаниям и изгибам во время работы. Однако возрастает нагрузка на двигатель циркулярной пилы. Чем толще диск, тем больше нагрузка на электроинструмент. Для аккумуляторного инструмента используйте тонкие диски. Диски Katop Profi Plus выполняются из прочной инструментальной стали, диски с усиленной напайкой, содержащие высокое количество кобальта и карбидов вольфрама. На выходе получается более чистый рез и высокая скорость резки. Чем больше количество зубьев, тем больше полная нагрузка на электроинструмент и ниже скорость резки. Однако распил получается более чистовой. И наоборот, диск с меньшим количеством зубьев пилит быстрее, но более грубо. Для чистового и поперечного распила выбирайте диск с большим количеством зубьев. Выбор этого параметра зависит от поставленных задач. Диск с положительным углом атаки предназначен для быстрого пиления. Он захватывает материал, как бы затягивая древесину под зубья. Диски с отрицательным или нулевым углом атаки позволяют оператору максимально контролировать процесс пиления. Такие диски заминают мягкий материал. Их используют для резки твердых пород дерева. Друзья, мы с вами убедились, что не все пильные диски одинаково качественные. И что пильный диск Katop Profi Plus справился даже с экстремальными задачами. С вами был Петр. До встречи.